Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – ценовые возражения в переговорах. Как количество возражений можно сократить? Суть минимизации количества возражений заключается в том, что значительную часть возражений можно снять, если правильно определить потребность человека. Но в чем тут заключается проблема? Дело в том, что существуют возражения, которые с потребностями человека никак не связаны. Поэтому, если даже потребность человека выяснить идеально, это не гарантирует того, что он не будет возражать. Но еще на этапе выяснения потребности переговорщикам приходится сталкиваться с так называемыми отговорками. Что такое отговорки? Это означает не что иное, как человек хочет от нас избавиться. Как звучат отговорки? Нас все устраивает, нам ничего не надо, у нас все есть. Дело в том, что начинающие переговорщики, столкнувшись с этим типом возражений, допускают ошибку под названием fatal error. Что они делают? Они начинают включать аргументацию или пытаются выяснить у человека потребность. Почему это ошибка? Дело в том, что клиент не готов на нас тратить свое время. Он производит отговорки не для того, чтобы вести с нами душещипательные беседы, а для того, чтобы от нас поскорее избавиться. Поэтому любые попытки задавать ему умные вопросы приведут к тому, что желание у него от нас избавиться только усилится. В чем заключается правильная тактика работы с отговорками? Ключевая задача – это зацепить. Как это делается? Задача, отвечая человеку на возражение, произвести короткую фразу, которая будет такой зацепкой, которая будет поводом для продолжения разговора. Например, клиент говорит: «Нам ничего не надо». Какие варианты зацепок можно накидать? Например, можно сказать: «А если это вам позволит экономить?» Или: «Знаете, как подсказывает практика, то запущение проблемы приводит к еще большему запущению, решать будет которое еще сложнее и дороже». Например, клиент говорит: «У нас есть поставщик». Тут ему можно сказать: «А если я вам предложу более выгодные условия?» Или: «Возможно, для компании вашего уровня, чтобы все было надежно, целесообразно иметь несколько поставщиков». Предположим, на стадии установления контакта с человеком мы обошли все его отговорки, сумели перетащить долю его внимания на свою сторону, сумели продать себя как специалиста и на личностном уровне с человеком законнектились. Мы выявили проблемные зоны и подвели человека к явным потребностям, усилив его проблемы. Мы провели презентацию и предложили продукт. Мы исключили из презентации те свойства и качества продукта, которые не относятся к делу, и трансформировали свойства и качества нашего продукта в выгоды для решения проблем клиента. Мы создали ценность нашего предложения и объявили цену. На этом этапе как раз таки появляются возражения. Какие бывают возражения? Возражения бывают скрытые и явные. Что такое явное возражение? Явное возражение – это когда клиент открыто выражает свое несогласие по поводу каких-то параметров нашего предложения. В чем заключается ключевая проблема реакции на возражение? Подавляющее большинство людей к возражениям относятся негативно. Почему? Дело в том, что возражение воспринимается как препятствие, как опасность. А на опасность человек обычно реагирует либо нападением, либо избеганием. Но существует иная модель поведения, так называемая конструктивная. Что надо для того, чтобы научиться вести себя конструктивно? Для этого надо не относиться к возражениям как к чему-то негативному. Поэтому, чтобы научиться относиться к возражениям спокойно, задача не видеть в возражениях опасность. Вообще, возражение – это признак проявления интереса. По крайней мере, возражение – это продолжение диалога. Наличие возражения говорит о том, что тема актуальна, что ее можно продолжать развивать. Ключевая идея заключается в том, что только в том случае, когда мы воспринимаем возражение как позитивный фактор, мы можем начать работать с возражением конструктивно. Как научиться относиться к возражениям позитивно? Один из способов позитивно воспринимать возражения – это относиться к возражениям как к некой игре, в которой мы либо выигрываем, либо тренируем навыки преодоления возражений. В таком случае проигрыша нет. Это позволяет относиться к возражениям без злобы, без обиды, такое легкое отношение. Важно научиться относиться к возражениям легко, по крайней мере настраивать себя на это. Это может быть не так легко на самом деле, но возможно. Как правильно работать с возражениями? Для начала важно подумать о том, чтобы правильно выстроить межличностные отношения с человеком. Дело в том, что 93% проблем или возможностей закладываются именно на уровне межличностном. То есть, насколько нашему партнеру по переговорам комфортно с нами общаться, насколько он в нас видит человека. Какой существует алгоритм, чтобы возражение преодолеть? Первое – это выслушать. Проблема заключается в том, что большинство типичных продавцов, услышав возражение, пытаются возражение прервать. Дело в том, что человек высказывал какую-то свою точку зрения, которая может быть как правильной, так и неправильной. Но что происходит с человеком, которому пытаются заткнуть рот? Как минимум, это его начинает раздражать. Поэтому прерывать чей-то взгляд на ситуацию с точки зрения культуры неприлично, а с точки зрения переговоров вообще убийственно. Второй способ прерывания возражения – это прерывание согласием. Проблема заключается в том, что прерывание согласием – это по сути тоже затыкание партнеру рта, правда со словами «да».
Глупо думать, что затыкая рот со словами «да» менее болезненно, чем затыкать рот со словами «нет». Дело в том, что вид кляпа значения не имеет. Когда мы не даем человеку сформулировать свое мнение, мы с точки зрения переговоров поступаем плохо и совсем непочтенно с точки зрения элементарной культуры. Второе – это использовать технику активного слушания, то есть уточнить неясные места или задать пару открытых вопросов, чтобы человек развил свою мысль. Часто люди говорят «нет» не потому, что они хотят сказать «нет», а потому, что у них нет аргументов, чтобы сказать «да». Что означает выслушать? Выслушать означает выслушать человека до конца и уточнить неясные элементы. Выслушать означает получить информацию и установить с человеком контакт. Выслушать, понять, что человек говорит, понять суть возражения, понять обоснование возражения и по возможности собеседника разговорить и дать ему понять таким образом, что мы относимся к его возражению конструктивно. Возражения также делятся на истинные и ложные. Другими словами, то, что нам сказали, может отражать реальную причину, а может отражать повод. А в каких случаях возникают ложные возражения? Первая причина – человек не хочет называть реальную причину. Вторая причина – человек сам не знает, в чем заключается реальная причина. Потому что если не очевидна выгода решения его проблем, то у человека всегда будет оставаться желание оставить все как есть. Что произойдет, если мы, не прояснив, имеем мы дело с истинным возражением или ложным, начнем преодолевать ложное возражение? Дело в том, что как только мы преодолеем первое ложное возражение, тут же появится второе ложное возражение. Какой признак ложного возражения? В ложных возражениях второе возражение всегда не похоже на первое, а третье на второе. Какой существует способ, чтобы возражение преодолеть? Первый способ называется «предположим». Например, человек говорит, что его не устраивает срок поставки, цена или что-то еще. То есть он перечисляет какие-то проблемы. Как мы в таком случае поступаем? Мы выслушали человека, уточнили неясные места, поняли конфигурацию возражения, после чего применяем тест «предположим» и говорим: вы знаете, предположим, на все эти проблемы я найду способ решения. Есть у меня определенные задумки на эту тему. Предположим, я все эти проблемы решу. Правильно ли я вас понимаю, что после этого мы с вами готовы подписывать договор? После чего делаем паузу и спокойно на нашего собеседника смотрим. Если он также открыто говорит «да», то по сути человек определил свои требования, он готов идти на соглашение. Тут самое время нам подумать, на что стоит соглашаться, а на что нет, и насколько категоричны все требования. Если мы имеем дело с настоящим возражением, то никаких проблем с диалогом обычно не возникает. После чего всегда можно взять время на подумать и сказать: вы знаете, я бы сейчас, с вашего позволения, взял тайм-аут, но хотелось бы уточнить, все ли требования одинаково значимы, принципиально ли выполнение всех требований или возможны какие-то диапазоны. Давайте рассмотрим ложное возражение. Мы говорим человеку: окей, я это решаю и по рукам. Что в данном случае происходит? Человек оказывается в неожиданности. Если возражение ложное, то он будет произносить примерно следующие фразы. Ну, в общем-то, конечно, в принципе, это хорошо. Тут ему можно ответить: Иван Иванович, вы уж извините меня, ради бога, что прерываю. Давайте попробуем говорить в открытую. У меня складывается впечатление, что вы что-то не договариваете. Вы уж не серчайте на меня. Но отправите вы меня после этих слов в пешую эротическую прогулку. Ну зачем мы будем друг другу голову дурить и играть в угадайку? Ну скажите вы как есть. Зачем вы сейчас будете причины называть, а я буду их раскрывать? Мы вроде бы нормально общались. Ничего личного, мы же оба понимаем, что это бизнес. Как на это может отреагировать наш партнер по переговорам? В реальной жизни человек, который сейчас собирается врать, сразу застынет. Мы, естественно, ему поможем и скажем: Иван Иванович, я понимаю, ситуация трудная, видимо, есть какие-то ограничения. Вы уж скажите, как есть, а я постараюсь на это как-нибудь нормально отреагировать. Мы же не вчера родились. Допустим, мы имеем дело не с враньем, а так сложилось, что человек сам не понимает, почему он говорит «нет». Когда мы говорим «предположим», человек реально начинает понимать, что он договор подписывать не готов. В этом случае люди часто говорят примерно следующие фразы. Это, конечно, хорошо, что вы готовы снизить сроки поставки. Это на самом деле важно, но мы тут подумали. Тут как раз начинает все начинаться. Это говорит о том, что вскрываются какие-то новые обстоятельства. Появилась какая-то точка зрения, ранее неизвестная. И появляется шанс докопаться до истинных причин. Давайте более подробно рассмотрим ценовые возражения. Дело в том, что есть вещи грамотные, а есть малограмотные. Малограмотные – это когда в компании есть прайс-лист и четкая инструкция, скидок нет.
Но с другой стороны, продавать надо, и продавцы в меру своей опытности или неопытности как-то продают. Идеально, когда помимо прайс-листа в компании расписана еще система скидок. В этом случае клиенту можно сказать: я вам готов дать любую скидку, хотите, я вам дам 5%, а лучше 10%. Нет, 10, наверное, мало, давайте я вам дам 25%, вообще не вопрос. В чем заключается фишка? Дело в том, что к каждой скидке заложен определенный набор условий. Но есть хитрые клиенты, которые хотят, чтобы мы думали стратегически, на перспективу, которые в переговорах нам сулят большие закупки, но сейчас готовы купить малую часть, но со скидкой как в будущем. Это лечится элементарно, а именно, когда условия договора привязываются к скидке. В этом случае появляется возможность клиенту сказать, что как только ты доберешься до объемов, которые меня возбуждают, я дам тебе скидку, которая возбуждает тебя. Потому что это ненормально, когда продавец дает скидку просто потому, что клиент про нее спросил. А другой не спросил и скидку не получил. Что это за ценовая политика такая? Это не ценовая политика, а Филькина грамота. Потому что цена не может быть одинаковой. Цена может быть одинаковой только при одинаковых условиях. Как правильно давать скидки? Когда в ходе переговоров речь начинает идти об уступках, то многие переговорщики склонны облегчать себе путь к победе путем предоставления каких-то скидок. А в чем тут заключается проблема? Дело в том, что если переговорщик в начале переговоров готов идти на какие-то уступки, он получает 3 негативных последствия. Первое – снижается ценность решения, то есть то, что легко отдается, как правило, ценности не имеет. Второе – давая скидки в начале переговоров, переговорщик дает сигнал клиенту, что его можно начинать доить. То есть, раз условия так легко отдаются, очевидно, что в предложении заложена сверхприбыль. И третье, если переговорщик идет легко на уступки, не готов свою цену защищать, то такой продавец в глазах партнера начинает выглядеть, мягко говоря, ненадежно. Один из страшнейших грехов переговорщика – это называть цену в начале встречи. Что означает, если клиент требует цену в начале? Это говорит о том, что продавец ведет переговоры неправильно. Как можно обсуждать цену, если параметры сделки еще не обсуждались? Поэтому, если клиент задает вопрос, сколько это стоит, тут важно клиенту дать понять, что невозможно обсуждать цену неизвестно чего. В таком случае правильный ответ будет звучать примерно следующим образом. Правильно ли я понимаю, что все остальные параметры моего предложения вас абсолютно устраивают, поэтому нам осталось согласовать только цену? Обычно клиент на это отвечает: нет, вы что? На самом деле бессмысленно обсуждать цену, пока не был обсужден продукт. Как можно обсуждать цену абстрактного продукта? Дело в том, что цена абстрактного продукта всегда будет слишком высокой. Поэтому вместо того, чтобы использовать скидки как путь к победе, важно говорить о ценностях, о том, что в результате получит клиент и какие проблемы он сможет решить при помощи того продукта, который мы продаем. Важно также понимать такую мысль, что желание клиента получить скидку не является поводом для ее предоставления. Скидка дается не за факт приобретения, скидка всегда дается за что-то. Когда клиент говорит, что хочет получить какие-то скидки, то в этом месте можно сказать примерно следующую фразу. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, на чем основаны ваши пожелания. Расскажите ваши аргументы, почему цена должна быть снижена. Я вас внимательно выслушаю. На самом деле, такой поворот событий человека может просто ошеломить. Но одна из наших ключевых задач заключается в том, чтобы свою цену защитить. Потому что скидка может предоставляться только в обмен на что-то. Поэтому, если у клиента есть какая-то аргументация, то скидку можно начать обсуждать. Тут со стороны оппонента может применяться целый ряд таких удушающих приемчиков, которые нам важно знать и уметь их пресекать. Например, клиент говорит: мы считаем, что ваша цена слишком высока. Что в этом случае надо сделать? Тут ему можно сказать следующую фразу. Простите, если не секрет, а почему вы так считаете? Мне бы хотелось услышать ваши аргументы. Многие начинающие переговорщики боятся клиента таким поведением обидеть. Что значит обидеть? Как можно обидеть человека, призывая его к тому, чтобы вести себя конструктивно? То есть со своей стороны вести себя конструктивно. И от партнера по переговорам ожидать того же. Другая сторона медали, когда у клиента появляется желание поставить продавца в унизительное положение, давить авторитетом. В этом случае важно для себя решить, позволять так с собой обращаться или нет. Потому что это важный переговорный аспект. Не вступать в состязание воли, но и не поддаваться. То есть быть конструктивным самому и призывать к этому партнера. Подходя в ходе переговоров к согласованию цены, опытные переговорщики используют такой инструмент, как диапазон уступок. В чем заключается идея? Продумывая диапазон уступок, устанавливаются верхние и нижние границы по цене. Каким образом можно диапазон уступок сформировать? Первое, что важно сделать, это продумать цель минимум и цель максимум.
При этом цель минимум должна иметь возможность отступить еще немного. Потому что в согласовании цены есть такое понятие, как скидка престижа. Что это за скидка? Она дается клиенту, чтобы тот смог ощутить какую-то победу. Важно также помнить, что эта последняя уступка просто так не отдается. Как это правильно делается? Если клиент еще просит скидку 10%, в этом случае справедливо будет от него попросить встречную уступку. Например, можно сказать следующую фразу. «Хорошо, я готов пойти на эти 10%, но тогда от вас будет требоваться тот-то и тот-то», где выдвигается встречное требование, то есть чем должен уступить клиент. На самом деле делать односторонние уступки вредно. Это в какой-то степени проявление слабости. В переговорах есть такое правило, которое звучит следующим образом. Если клиент ни на что не соглашается, то мы либо не уступаем, либо соглашаемся. В этом случае появляется возможность вести переговоры, предлагать встречные уступки, например, сроки, предоплата, отсрочка, комплектация и так далее. Идея заключается в том, что всегда можно на уступку для клиента пожертвовать какими-то параметрами сделки, при условии, если клиент тоже сможет уступить. В переговорах, когда речь идет о цене, важно определить весь пакет требований до того, как сделать первую уступку. В чем заключается проблема встречных уступок? Дело в том, что если они заранее не продуманы, то по ходу соображаются достаточно трудно. Поэтому, чем более детально подготовлено встречное предложение, тем легче впоследствии переговоры проводить. Следующее, что важно помнить, это делать уступки с небольшим шагом. Нельзя сразу проваливаться на большую скидку. Почему? Это делается для того, чтобы оставить запас и не провоцировать у партнера разыгрывание аппетитов. Кроме того, уступки нельзя делать самостоятельно. Почему? Сделав шаг первым, переговорщик себя подставляет под давление автоматически. Если же оппонент называет какую-то цену и пытается отжать скидку, в этом случае уже можно начать атаковать неадекватного партнера, озвучивая, что такая скидка при таких условиях нереальна. Когда мы подошли к нижнему пределу своих возможностей, что в этом случае важно сделать? Важно об этом подать сигнал. Как сигнал подается? Лучший сигнал – это уменьшение шага уступок. Дело в том, что уменьшая шаг уступок, мы даем понять человеку, что мы приблизились к нижнему пределу своих возможностей по цене. Часто в переговорах бывает так, что наш продукт именно этому конкретному клиенту абсолютно не подходит. И нельзя никак развить его потребность до такой степени, чтобы он приобрел именно у нас. Есть такая поговорка, которая звучит следующим образом. Глупо сажать кактусы в болоте, а лилии в пустыне. Поэтому, проявив понимание к человеку, впечатлив его своей корректностью, можно заработать правильную репутацию. Даже не продав человеку продукт, а проконсультировав его в формировании правильной картины мира по его проблематике, можно заработать на рынке репутацию эксперта. Но главное, чтобы эта репутация не преобладала над продажами. Статистика, которая упрямая штука, говорит следующее, что 15% клиентов – это те клиенты, которые не купили сразу. Поэтому, если продажа не состоялась, это не значит, что продукт или компания убогие. По разным причинам может не совпасть то, что у меня сейчас есть, с тем, что клиенту сейчас надо. Поэтому, когда вы это видите, тут можно у клиента создать правильное понимание, куда ему двигаться дальше. Дело в том, что у наших клиентов есть разное количество знакомых, и наш клиент может встретиться со своим знакомым, который имеет какую-то проблему, которая решается при помощи нашего продукта. И часто этот знакомый нашему несостоявшемуся клиенту озвучивает свою проблему. В данном случае может так сложиться, что человек может посоветовать нас как профессионала. Поэтому, если нет возможности завершить переговоры с продажей, как минимум завершите их с репутацией. Считайте это инвестицией. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать, чтобы в процессе переговоров с вашими клиентами удовлетворенность заключенной сделкой была обоюдной, и чтобы в результате все были довольны. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!